Здравствуйте, друзья! Для диорамы «Старый город», если вы знаете, я уже подготовил водяную мельницу и замок-ратушу. Теперь мне осталось построить саму диораму. И да, вы на канале Диорамы из пенопласта, меня зовут Сергей, но для того, чтобы продолжить, мне нужно вернуться немного назад. То есть я подготовил подставку, прорезал ступеньки выжигателем по дереву, убрал углы и разметил, где будет находиться мельница и ратуша. Кое-как покрасил подставку и в конечном итоге испортил ее, сделав имитацией травы опилками. Но на тот момент мне казалось это шедевральное решение, лучше уже придумать нельзя. И даже хотя бы если я ее немного подкрасил и убрал бы этот глянец от клея ПВА, было бы лучше. Но теперь эта история. Не делайте таких ошибок, я бы сейчас таких уже не сделал. Но это старая диорама, поэтому учимся по ходу полета, по ходу падения, скажем так. Но немного отвлеклись, я уже сделал наполнение, то есть это мука, бочки и растрескавшиеся жернова, которые лежат на палетах. В конечном итоге устанавливаю мельницу на место, вклеиваю жителей, я думаю, что семья мельника живет на мельнице, ну и работников, вклеиваю все эти наполнения на подставку. Ну вот, вроде с мельницей закончили. А теперь плавно перехожу к наполнению для ратуши. Вернее, для центральной площади этого города. И начну я, пожалуй, с торговой стойки. То есть слеплю ее из пенополистирола, сделаю весы, сыры, всякие корзинки с ягодами, вкусностями. Так как рядом водяная мельница, значит продавец еще торгует и мукой. Так что будет еще и палета с мукой. Устанавливаю памятник. Памятник я вылепил из какого-то человечка, тоже масштаб 1 к 87, прилепил ему щит и копье. Явился продавец, уже хорошо. Вот подходят покупатели, выбирают себе что-то. Ну и, конечно же, праздные зеваки, которые смотрят на памятник. Ну а теперь замок-ратуша. Пора поставить ее на место. Конечно же пора. Вот такой замок у меня получился. Вклеиваем его. На площади какой-то праздник, поэтому украшают площадь. То есть размещают какие-то красивые флажки. Да, народ веселится. И это здорово. Ну вот диорама и готова. Начнем рассматривать ее с мельницы. Ну а потом плавно перейдем на площадь и замок-ратушу. Понеслась. А вот к чему я вел все это, дорогие друзья. Занимайтесь любым хобби, которое приносит вам спокойствие и удовлетворение. Ну, который, естественно, не противоречит уголовному праву и человеческим принципам. Занимайтесь чем угодно, вплоть до того, что раскладывайте карандаши по цвету и размеру. Делайте это для себя, для друзей, для знакомых, для тех, кто понимает, что для вас это важно. Делайте и выкладывайте на YouTube, и найдутся те, кому понравится ваше творчество, найдутся те, кому и не понравится. И это нормально. Не может быть одного мнения на всех. А от меня я могу пожелать вам только удачи в начинаниях, всех благ, здоровья, берегите себя. И всех с наступающим. Пусть в новом году все ваши сумасшедшие мечты сбудутся. До встречи на канале Диорамы из пенопласта. Пока.